Это я, конечно, удачную тему выбрал в самый разгар топливного кризиса. Сейчас самое время для обзоров электроскутеров, но тем не менее давно хотел поделиться мыслями, как начать путешествовать. Тем более поездка все равно требует подготовки, мы не торопимся. Мотопутешествия, особенно первые, часто похожи на запуск космического корабля, когда родной дом до последнего тянет к себе и не дает вырваться. Но стоит перейти некоторый рубеж, все становится легко и беззаботно. Задача этого ролика – мотивировать на первый шаг, а дальше само пойдет. Чтобы почувствовать ритм путешествия, я рекомендую спланировать короткую поездку не очень далеко с 1-2 ночевками по пути. Я знаю много людей, которые никуда не ездят, потому что строили слишком глобальные планы. Если ехать, то обязательно на Памир, в Монголию, пересечь всю Африку и так далее. Чем более глобальные планы, тем менее вероятно их воплощение. И да, не нужно собирать группу для поездки одному или вдвоем, оптимальный формат. Я сам с совсем маленьких шажочков начал путешествовать, у меня никогда не было в планах стать суперпутешественником. Я жил в Гоа со 100-кубовым старым ржавым мотоциклом и по чуть-чуть стал выезжать в соседние штаты одним днем, буквально ради какой-то одной достопримечательности. Из таких ранних выездов самый запоминающийся, когда с севера Гоа поехал в Гокарну. Посмотреть храмы и пляжи — это часа 4 пути в одну сторону по плотному движению. Ездил я в шортах и кроксах без майки. Возвращался уже затемно, по пути попалась лавочка с полотенцами, я купил одно, замотался как римлянин и так поехал домой. Эмоционально это такое же путешествие, хотя я рекомендую попробовать поездку именно с 1 или 2 ночевками, в этом есть нужное ощущение отрыва от дома и фундаментально ничем не отличается от месячного путешествия. Это много-много таких же мелких поездок, собранных в одну большую. Как пример, для живущих в Москве я бы посоветовал доехать до условного Рыбинска, заночевать погулять, потом, допустим, до Переславля-Залесского, заночевать, с утра погулять и поехать домой. В общем, какие-то небольшие города, в которых другой ритм жизни после Москвы. На любом мотоцикле от 30 сил, кроме спортбайков, такая поездка совершается без проблем. В идеале в обычную комфортную погоду, не слишком жаркую, не слишком холодную. Пример для Москвы, но важен сам принцип. Составьте на карте треугольник, где одна точка — это дом, и между точками 250-300 километров по обычным трассам без магистралей. Это оптимальное расстояние для новичков, когда не надо ничего преодолевать. И опционально между этими точками можно поискать еще по 1-2 достопримечательностям, чтобы заехать по пути и отдохнуть от трассы. Водопадик какой-нибудь, церквушку, просто красивый вид и так далее. Покопайтесь в достопримечательностях. Если вы не нашли интересных точек в радиусе 300 километров от дома, у вас просто депрессия, так не бывает. Если говорить о том, что важно в мотоцикле для таких поездок, в идеале хотя бы среднее стекло, потому что, чтобы полноценно себя чувствовать на трассах, нужно ехать 100-110 км в час в общем ритме с легковушками. Просто не надо прижиматься к автомобилям, и тебе никто мешать не будет. Если видишь, что автомобиль едет по трассе с твоей скоростью, отпусти ты его на 500 метров вперед. Либо чуть ускорься и обгоняй, либо не упирайся в бампер. С одной стороны тебя практически не обгоняют, с другой ты что-то вокруг видишь, кроме зада фур. А езда 80-90 на мотоцикле в России увеличивает количество опасных ситуаций в разы. Короче, на 110 км в час долго ехать со стеклом просто комфортнее, особенно в дождь. Быстрее ехать можно, но на любителя. Путешественники редко ездят быстрее, не считая магистралей, потому что со скоростью повышается общая утомляемость из-за ветра, шума и повышенной концентрации. И главное, смысл ведь в наслаждении от самого пути, а не в том, что приедешь вперед всех или дальше всех с опухшей головой. Если у мотоцикла стекла нет, для такого маленького путешествия это не проблема, но вы можете не понять, в чем удовольствие езды по трассе. Больше от мотоцикла ничего не требуется. Конечно, удобнее, если у мотоцикла запас хода повыше, но для пробной поездки это не проблема. Если бак мелкий, заранее по карте спланируйте, где заправляться с запасом, и этого достаточно. Если паникуете, можете купить мягкую канистрочку, залить туда бензина и примотать к мотоциклу, но если байк хотя бы 200 км на одном байке проезжает, это избыточно в данном случае. Я, разумеется, не буду углубляться, что не надо пробовать путешествовать во время топливного кризиса, но комментарии для ваших шуточек открыты. Что касается экипировки, подойдет абсолютно любая, которая у вас уже есть. Не надо никаких туристических курток и прочего, достаточно озаботиться базовой защитой от дождя. Надеюсь, вы по городу все равно в защите катаетесь.
Что касается защиты от дождя, достаточно дождевых штанов и куртки, надеваемых поверх экипировки. Не гонитесь за готовыми куртками с мембраной. Если так называемые ламинированные куртки со встроенной мембраной, они имеют смысл только при стабильно прохладной погоде, грубо говоря, октябрь-ноябрь. В жару такие куртки несравнимо хуже, ткань не продувается, размер клапанов меньше, при этом такие модели тяжелые и дорогие. Если туристические куртки с отстегиваемой подкладкой мембраной, для города норм, а для путешествий бестолковые. Во-первых, подкладку нужно надевать, снимая куртку, гораздо проще надеть дождевик, раз уж остановились, а как утеплитель мембрана неэффективна. Во-вторых, эта подкладка мембраны не выдерживает долгий ливень, часа через 4 начнет протекать. В-третьих, верхняя куртка все равно полностью промокает, становится тяжелой, долго сохнет, при этом, когда, допустим, утром едешь в непросохшей куртке, она за счет испарения начинает охлаждать тело, когда этого не хочется. В-четвертых, мембранную подкладку нельзя мять и заламывать, в итоге она занимает гораздо больше места, чем тонкий дождевик. Также, если у вас промокаемая обувь, хорошо бы иметь бахилы. Доехать-то вы доедете и без бахил, просто обувь не успевает просохнуть и будете смотреть город в мокрых тапках. Если так все же случилось, вечером по пути купите гигиенические прокладки, чтобы либо вместо стельки использовать, либо поверх. Если температура комфортная, непромокаемыми перчатками можно пренебречь. Ничего с вами не случится, если намокнут руки. И это все. Если вы в комфортную температуру поехали, не надо думать ни о каких утеплителях и охлаждайках. Дождевик и от холода хорошо спасает, а если совсем-совсем замерзнете, ну доедьте до заправки, погрейтесь горячим чаем. Это не те расстояния, когда нужна специальная экипировка. Единственное, что очень желательно из экипировки для туризма – шлем с пинлоком, чтобы не запотевал визор. Если ваш визор не подразумевает установку пинлока, можно смазать внутреннюю часть визора разбавленным жидким мылом и располировать без смывания. Запотевать будет меньше и на пару дней должно хватить, но это полумера. В идеале заехать в торговый центр Формула X на юге Москвы с большим выбором экипировки на вкус и цвет. 4 этажа с мотоциклами, мотоэкипировкой и аксессуарами. В одном месте можно купить все, что нужно. Почему это важно? Потому что те же дождевики друг от друга отличаются, и нужно, чтобы вы сами сравнили компактность разных видов и цены. По описанию в интернете будет непонятно. Такая же история с шлемами. Мало хотеть конкретную модель по картинке, у всех производителей форма скорлупы, развесовка и обивка отличаются. Иногда вылезают странности. Важно сравнить на месте. Помимо разнообразия, высокая конкуренция магазинов в одном торговом центре заставляет продавцов бороться за вас, предлагая скидки. Увидимся в формуле. Еще в условную экипировку нужно отнести мотоберуши. В идеале кастомные по слепку уха, которые в Москве легко и дешево сделать. Я свои делал 44 Sound, если вам нужна прямая рекомендация. Если лень, купите хотя бы какие-то универсальные типа Alpine Motosafe Race, они есть на всех маркетплейсах. Только берите именно версию Race, в них лучше шумоизоляция и тоже все прекрасно слышно, даже разговаривать можно. Обычные беруши из аптеки или строительного магазина не берите, они либо значительно хуже шумоизолируют, либо отрезают даже те звуки, которые нужны. Можно использовать наушники с шумоподавлением, но редко какие удобны для длительной эксплуатации в шлеме. Если боитесь, что будет скучно без музыки, просто разок попробуйте. Поездки по трассам вводят меня в состояние долгих размышлений о бытие, музыка только мешала бы, но кто-то не может в тишине ехать, вам стоит попробовать и так, и так. На этом с экипировкой все. Подготовка мотоцикла под легкий туризм еще проще. Достаточно заботиться навигацией и креплением груза. Навигация — это не про отдельный навигатор. Ехать нужно с обычным смартфоном по Яндекс.Навигатору. Уж лет 10, как все телефоны среднего ценового сегмента и выше, с достаточной для дождя водостойкостью. Единственный нюанс: во время дождя в гнездо зарядки вода может затекать, и телефон автоматически блокирует зарядку, пока разъем или кабель не просохнет. Поэтому крепление для телефона берите с беспроводной зарядкой и лучше с установкой повыше, чтобы карта всегда была в поле зрения. В идеале собрать комплект Quadlock SP Connect или чего-то подобного со всеми достижениями цивилизации, но на Алиэкспрессе и маркетплейсах полно достаточно неплохих креплений раз в 7 дешевле. Если понравится первая поездка, купите себе премиальное крепление. Только умоляю, не покупайте чехол с внешней защитной пленкой. Тачскрин хуже работает и телефон может перегреваться, из-за чего яркость экрана будет сильно понижаться, а через пленку и так хуже видно. Ничего с вашим телефоном без чехла не случится.
В идеале, чтобы перчатки были совместимы с тачскрином. У средних брендов это сейчас стандарт, но лучше проверить перед покупкой. Можно в пробную поездку съездить и без сенсорных перчаток, но с ними удобнее. И само собой лучше как-то заряжать телефон. Если у мотоцикла нет розетки и вы не хотите ее ставить, хотя это стоит как кафе на двоих, можно закрепить чехол с пауэрбанком для телефона где-то спереди. Можно даже просто в карман положить и из кармана провод к телефону и к креплению подключить. Для поездки на 300 км в целом и без постоянной зарядки телефон продержится, но хотя бы на всякий случай пауэрбанк возьмите. Что касается крепления груза, все еще проще. К подавляющему большинству мотоциклов можно на заднее сиденье примотать любой рюкзак резинками. Для первой поездки можно не заморачиваться со специальными стропами типа Rock Straps. В любом туристическом магазине пару-тройку резинок купите и достаточно. Самые дешевые резинки не покупайте, лучше подороже и с карабинами вместо крюков. Сильно ниже риск, что они порвутся в поездке. Если есть задний кофр, совсем идеально для поездки, просто потому что в дороге там лежит рюкзак, а на остановке в кофр кладете шлем, перчатки, а иногда даже куртку с наколенниками и гуляете по городкам как нормальный человек. Что с собой взять? В такое короткое путешествие без резких перепадов температур, кроме зубной щетки, зарядки телефона, маек, трусов и носков, особо и брать нечего. Многие путешественники майку меняют раз в 2 дня, если жары нет, так что с одной ночевкой можно и майку не брать. Опционально можете взять с собой орешков, бутылку либо термос с водой, туалетную бумагу и аптечку. Ну и что-нибудь для желудка и глаз туда положить. Не секрет, что последние годы Watch – лидер по продажам новых мотоциклов в России среди немалокубатурных марок, но речь не об этом. Этот массив техники нужно обеспечивать запчастями. Сегодня центральный склад насчитывает более 2000 квадратных метров площади хранения и постоянно поддерживает складской запас запчастей более 12 тысяч артикулов с современной автоматизацией. А для покупателей доступна удобная система каталогов запчастей по каждой модели и интернет-магазин с доставкой по всей России. Цель компании – донести информацию, что вы можете на сайте смотреть цены и заказывать запчасти для техники Watch и Lonsin. Недавно появилась важная функция – можно проверить наличие не только на центральном складе, но и на складах ключевых дилеров. Можно один раз самому зайти на сайт Watch.Rus и посмотреть, какие запчасти есть, а каких нет. Ссылка на интернет-магазин с каталогом запчастей в описании. Что касается инструментов и вообще ремонта. Перед поездкой продиагностируйте уровень масла и охлаждайки, состояние аккумулятора, сцепление, хотя бы свободный ход рычага, а также состояние шин, звезд и цепи. Если это все в порядке, в коротком путешествии по асфальтовым дорогам у вас в принципе крайне низкая вероятность хоть какой-то поломки. Потому что езда по трассе – это легкий режим для техники. Вы мало переключаетесь, мало тормозите, мотор работает ровно на оптимальных оборотах, аккумулятор не разряжается, все прекрасно охлаждается. Из всего наиболее вероятны 2 события. Во-первых, прокол шины – это главное, к чему нужно быть готовым. Во-вторых, какой-то винтик может от вибрации открутиться. Для второй проблемы возьмите мультитул или простенький набор инструментов, а также немного скотча и стяжек. А вот к вероятности прокола шины подготовьтесь более тщательно. Во-первых, не надейтесь, что у проезжающих мимо автомобилистов будет с собой компрессор. Я как-то на Садовом кольце на мотоцикле проколол шину и спрашивал компрессор. Нашелся примерно у 10-го. И дело даже не в этом. Иногда шина медленно спускает и можно ехать. Просто подкачиваю ее раз в полчаса-час. В любом случае лучше возьмите компрессор с собой. В нашем сценарии пробного путешествия лучше аккумуляторный, чтобы не заморачиваться с прокладкой проводов, если у вас нет 12-вольтной розетки на мотоцикле. Xiaomi, Bosch не принципиально, главное перед поездкой зарядить. Если у вас бескамерные колеса, отлично, купите на маркетплейсе любой автомобильный набор для ремонта бескамерных шин со жгутами и клеем в комплекте. Если у вас камерные колеса, все сильно сложнее, потому что нужны инструменты для снятия обоих колес под конкретно вашу модель мотоцикла, хорошие моташки, клей с заплатками, а также перчатки. В идеале с собой иметь новую заднюю камеру, хотя редко нельзя обойтись заплатками. Переднюю камеру точно с собой вести в короткую поездку не надо. На асфальте крайне низкая вероятность прокола передней шины, заплатки на всякий пожарный достаточно. Снять колесо можно и без центральной подставки, просто менее удобно. Да и по-хорошему, если вы никогда в жизни не портировали колеса, ваша задача просто открутить колесо и с ним, а также запасной камерой на попутке доехать до любого шиномонтажа или сервиса.
Одному учиться в первый раз бортировать в поле без помощи – та еще задачка. Тем более у вас с собой 100% будут убогие дешевые монтажки, которыми можно только забортировать ногу в кроссовок. Плюс обязательно расцарапаете диск в процессе работы. По иронии, хорошие монтажки используют те, кто может бортировать колесо чем угодно. Если время позволяет, можете потренироваться, но ближе к вечеру лучше сразу звоните в ближайшие шиномонтажки и сервисы. По большому счету больше ничего не нужно. Смазку цепи не берите. Перед поездкой почистите, смажьте и забудьте до приезда домой. Ничего с вашей цепью за 1002 километров не случится. Пусковое устройство или джамп-стартер, если аккумулятор в порядке и утечки нет, тоже брать не нужно. Если паникуете, возьмите для самоуспокоения, хуже не будет. Он и как экстренный пауэрбанк послужит. Если вы не дикий фанат палатки, забудьте о ней и заранее забронируйте отели хотя бы на первую ночь. Не ищите судорожно по пути, особенно вечером. Да и так можно найти отель с безопасной парковкой, а не брать, что придется, а потом всю ночь переживать, что с байком что-то случится. Заранее сохраните в навигаторе нужные точки, а также примерно спланируйте, на какие заправки будете заезжать, чтобы не паниковать. И само собой заранее спланируйте, куда хотите съездить или сходить пешком в городе или по пути. Оптимальный вариант – сначала доехать до отеля, снять защиту и лишнюю одежду и пойти гулять вечером либо утром. Если в планах прогулка по городу и собираетесь ехать не в мотокедах или туринговых ботах, а в чем-то с серьезной защитой, тогда возьмите с собой легкую обувь. Подытоживая, нужна минимальная проверка мотоцикла, беруши, рюкзак с дождевиком и копеечными инструментами и все. Какая у вас модель мотоцикла и экипировка, не имеет большого значения для небольших путешествий. Плюс такого маленького путешествия в том, что не нужен отпуск, можете спокойно съездить на выходные. Надеюсь, после ролика хоть пару человек подсажу на мотопутешествие. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить. И спасибо за просмотр.